қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Барлықтарыңызға рахмет. Бақытты болыңыздар. 91 келе жатқан тәуелсіздік мейрамы құтты болсын. Тосын. Көреміз болсын. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на главный вопрос нашего видео. Почему 91 и Димаш в основном поют песни Made in Kazakhstan? Начинаем. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Это важно и для меня, и для вас. Подписавшись, вы не пропустите следующее новое видео. А для меня, потому что я хочу взять интервью у Илона Маска, здесь, неподалеку, в Силиконовой долине. Но для осуществления своей цели мне нужно огромное количество подписчиков. Итак, начинаем. Поехали. Ербулат Бедельхан – основатель и продюсер группы 91. Заглянем в его биографические данные. Он родился в Монголии и в 1991 году переезжает в Казахстан. С 11-летнего возраста Ербулат Бедельхан начинает жить в Казахстане и развивает сначала свои танцевальные, затем уже по мере взросления хореографические, певческие, продюсерские и актерские способности. С 19-летнего возраста учится в Карагандинском государственном университете на факультете иностранных языков. Родился в Байнулке, это где? В Монголии, да. Ага. Вот. А переехал ты сюда уже в каком В возрасте? 91 году, как граница открылась, мы переехали, мне было 9 лет. Ну, 10. то есть, получается, ты до 9 лет уже слушал хип-хоп? Да. А потом уже здесь дальше уже это продолжилось? Смотрите, просто вот как бы у нас же есть же такая железная занавеса, да, вот СССР. Ну да. Монголия никогда не попадала. Ну да, естественно. Соответственно, у нас была свободная музыка, все, что мы хотели, там было. И такой некий дух культурной свободы. Да, там было. Поэтому мы могли слушать, кого хотим. Поэтому вот такие произошло, я сюда переезжаю, ну понятно, тут как бы только-только, оказывается, это все разрешается, вот. И вот оттуда это началась любовь к вообще мировой музыке, вообще культуре. Вот, мы появились как? Мы появились так как вот я понял, что насколько у нас не акцентрируется вообще для молодежи, ничего не создается для молодежи, культура вообще никак. А вообще шоу-бизнес, индустрия, если мы понимаем, вообще индустрия развлечения для кого? Да. Развлекается кто? Согласен. Это же молодежь. Учила все у меня 17 год идет Орда. Мы в Казахстане вот 3 года, вот как Орда мы состоялись, поработали, потом в Россию уехали, потом опять вернулись сюда, потом пытались там на Запад выйти, потом на Азию выйти. Ну, у нас была попытка несколько раз, и все они неудачные. Соответственно, опыт набрался очень как бы колоссальный у меня, знания набрался. Почему? Я думал, что мы все думаем до сих пор, что это дело в деньгах. Мы заплатили, эфир получили, и народная любовь, рынок зашли. Это ничего подобного. Тут акцент поставлен был, кто ты именно, какой у тебя цвет глаз и цвет волос. Ну, то есть это в России ты говоришь? В России и то же самое, в принципе, и там, и в Европе то же самое. Мы работали с такими большими музыкантами, как Майк Хеджис, мы англоязычный альбом записали, но нам никак не удавалось вообще пробиться там. Есть журнал Rolling Stones, да, вы же знаете. Да, естественно. Да, ну там уже, я точно не помню, уже почти 10 лет, по-моему, назад написано было, что вообще, ну, шоу-бизнес придумали белые люди, скажем, грубо говоря, да. Потом очень сильное влияние афроамериканцы дали, джаз, хип-хоп, ну все. Соответственно, дальше кто? Азиаты. Деваться некуда. Не деваться некуда, это уже был, теперь именно поэтому вот кей-поп, да, Korean music, Корея поп-индустрия, J-pop, C-pop, да, это все развивается. Вот, это уже давно было сказано. Именно из-за этого сейчас, так как мы являемся азиатами,
Я вот в 2014 году поехал в Корею и, грубо говоря, Поучиться, поучиться, и там знания получил. Мгм. Никто меня не инвестировал. А где именно ты знания? Как получилось так? То есть ты просто от фонаря приехал, там, Нет. зашел в какую-то компанию, Нет. типа, ребята, научись меня? Нет, я год писал им, я пытался написать. Кому им? Давай называй. Да, окей, YG Entertainment. А есть Да, компания? есть компания, один из крупнейших. SM Entertainment тоже очень богатых. Но откликнулся Cube Entertainment. Это вот второго ранга уровня компании. И посмотрев именно на меня, как мы из Казахстана, насколько мы действительно похожи, я долго писал, и они пригласили меня. 9 месяцев подряд после этого они приезжали в Алмату, вот обучали меня и мою команду. Ну, то есть, все-таки корейские корни у нас есть. У твоего проекта, получается. Да, оттуда у нас идет. Опять же, мы понимаем, просто если сравнивать корейские индустрии, да, опять же, американским, западным индустрией, у них есть как бы отличие. Отличается она реально. Соответственно, вот SM Entertainment, который я вам только что сказал, и ему задали вопрос, чем отличается вообще вот поп-индустрия вашей, вообще, опять же, американцам. Он сказал, мы чуть лучше выглядим. Это был скандал. Это был ураган скандал. И А вот как можно тот же вопрос задать по-другому. Не все знают, что группа 91 названа в честь нашей независимости, да, 91 год. Вот ты уралман. Да. В каком году ты вернулся? в первом году. В 91 году. То есть это тоже связано, да, с этим? 91 год, независимость Казахстана. Ты возвращаешься на историческую родину. Я думаю, что было сложно, скорее всего, в тот период. Естественно, да. Но вот у тебя получилось. Ну, не у всех уралманов получается. Конечно. Тебя вообще не обижает вот это слово уралман? Мне вообще, для меня какие-то вот, если, конечно, меня не материт, слово не важно. Для меня так. Если вам удобно вот, поставить мне вот это, как бы, да, как сказать, использовать слово уралман, если вам это удобно, пожалуйста, говорите. Если вам Нет, это я важно, вообще в этом слове ничего плохого не тогда вижу, можно да? сейчас убрать и все. Для меня нет никакой разницы. Ну, эту разницу создаете, вот тандем вы. Вот и все. Проблема только в этом. Да? Нет, на самом деле я вообще не хочу никого обидеть. Просто так называли всех казахов, которые Всё возвращались на историческую родину. Все верно. Да. Ну, надо было как-то назвать, и назвали. Для меня никакой разницы нету. И да, было сложно, не в этом слово, да, сложно было вообще во всех планах. Ну, когда в 91 году вы вернулись в Казахстан, ваш путь начинался вообще с Бауыржан-шоу, да? Но это ведь тоже в тот момент, да, Бауыржан Ибрагимов, его шоу, это было просто театр, да, Бауыржан. Я ходила с родителями во Дворец Республики, это было просто, сейчас все актеры, которые снимаются в самых популярных фильмах, да, они же все оттуда. Все верно. Многие из них. Все верно, это был огромный, знаете, колоссальный опыт, можно сказать, прям школа жизни. Школа жизни, да? Да. За это Бауыржан мыңалас. Как мы уже сказали, Ербулат Бедельхан постоянно занимался творчеством. Его любовь к искусству проявлялась в том, что он создал хореографический коллектив «Жаз Канат», который стал лауреатом конкурса «Шабыт» в номинации «Лучшая современная хореография». С 2000 года начал работать в вокально-танцевальной группе театра сатиры «Бауыржан Шоу». Через год написал свой первый хит «Кешмены», с которого стартовала история группы «Орда». В 2003 году клип на песню взорвал хит-парад и 4 недели держался на верхней строчке, а композиция «Не покидай» в 2007 году была победителем хит-парада московской радиостанции «Европа+». Кстати, в этом году исполняется 20-летие со дня создания группы «Орда». Уже тогда было заметно явное преимущество перед другими казахстанскими артистами в области современного танца, музыки, аранжировки. Он подавал себя прежде всего как западную модель, певца, артиста. Ербулат, правда, что ты был главным мозгом, да, вот, команды «Орда», и все идеи, вся концепция, да, группы принадлежала тебе, правда? То есть и песни твои, и хореография, и кто за что отвечает. Не было конфликтов? Было.
Было? Да, естественно, мы как бы 3 брата и 2 брата соединились, То есть естественно. вы как-то с семьями могли подраться? Все было, конечно же, тем более молодые, Да. горячие, все было. Ну, это было для меня огромным опытом. Я понял много ошибок, именно которые я совершал. Я понимал, как нужно работать в той или иных ситуациях. И я понимал вообще, я благодаря Орда понял долголетие группы, что нужно делать, чтобы группа не распадалась. А что нужно сделать? В первую очередь это всегда понимать. Друг друга. Да. Но есть же усталость металла, знаешь, устает человек. Все смотрите. время быть, я не знаю, там, круглосуточно, да, гастроли, в самолете, прилетели, в автобусе, едешь в отеле, завтрак, ужин, обед, я не знаю, концерт, потом снова. Вот. Понимать это как? Понимать всю ситуацию. Когда ты просто адекватный человек, ты понимаешь все. Ты даже понимаешь, что сейчас твои вот это слова или же действия обидят кого-то или заденет. Поэтому, когда слово говорит понимать всю ситуацию, всю кухню, грубо говоря, понимать. И вот тогда не будет этого всего. Но это тебе сейчас 40 лет, ты это понимаешь. Да. А как ты вот своим ребятам это объясняешь? Понимайте друг друга. Много разговариваем. Вырборность здесь силанс, да? То есть ты вот прям говоришь об этом? Да. Ну вот, опять же, когда ну, мы же братья все-таки, да, Орда. Когда вот конфликт произошло, мы вот сидим, потом общаемся. В чем дело? Почему так произошло? Ну, анализируем. Ну, все-таки мужчины у нас как бы да, аналитически как бы нормально у нас с аналитикой. Сидим и действительно говорим. И тот человек, который действительно это начал, потом ставит кешер. Действительно, я не был прав. Все, конфликт исчерпан. Точно так же, вот есть и другая тема. Человек просто уже устает от самой профессии, как вы сейчас говорите. Это уже мы не при делах. Просто человек устал от всего этого. Или же, может быть, даже от бездействия. Орда никогда не был сильным, популярным, там, ойбай, там, да, выступать много. Нет, такого никогда не было. Наоборот, мы сидели много дома. Вот это, кстати, как-то странно, да, потому что песня «Кешмина», то есть она была хитом, и неужели, или, может быть, ценник был высокий? Нет. Сколько вы стоили, вот когда вышла Мы «Кешмина»? однозначно тогда были ниже 2 раза, как Рахат Лукум, Алдавай, Даус Интернешнл. Но спроса не было, да? Спроса не было. Почему? Потому что мы пели современную музыку на казахском языке. В группе Орда выступали и братья Ярбулата Бедельхана. Именно группа Орда задавала тон всей эстраде того времени. От них чувствовалось веяние нового, неизведанного, западного. Но время шло, участники группы взрослели, группа распалась. Настало время, когда сами участники группы Орда начали создавать свои самостоятельные проекты, в том числе и продюсирование новых молодежных групп. Ярбулат Бедельхан пришел к мысли создания и продюсирования новой группы в стиле кей-поп с названием 91, что означает 91. Именно 1991 год навсегда сохранился в памяти народной как год заложения первокирпичиков нового государства Казахстан. Как в названии, так и в содержании песен была заложена концепция нового, приносящего перемены в обществе, в музыке, в шоу-бизнесе Казахстана. Вся семья Ярбулата Бедельхана музыкальная. Жена Асыл также продюсер женской группы «Жузым», экс-солистка женской группы «Даус International». В прошлом году, в 2019 в большой семье Бедельханов произошла трагедия. Разбились в автокатастрофе родители. Выражаем соболезнования родным и близким. Что фишка у Q-попа, это что именно? Это у нас, мы хотя являемся азиатами, внешне, музыка у нас чуть сложнее, чуть серьезнее, чем корейцев. У корейцев действительно очень легкий подход к музыке. Соответственно, ну, наш менталитет, опять же, то, что мы такие хмурые все, мы, понятно, мы не можем вот так постоянно веселиться, да, там, про любовь петь. Ну, опять же, советское прошлое. Да. Поэтому вот у нас как бы немножко агрессивная музыка, клубная, европейская, больше электроники, ну, если конкретно брать, да. Ну, то есть, получается такой некий симбиоз всяких вот течений. Да, течений, вот. И понятно теперь визуализация, как воспринимать тебя.
да, как вот в Америке мне, скажем, да, афроамериканец сказал, нет, чувак, ты не наш, ты что-то другое. Да. Соответственно, теперь я, когда прихожу, он понимает по-настоящему, сразу воспринимает, что это казах Q-поп. Вот что значит. Вот это я и пытаюсь сделать. У меня такое ощущение, что ты все время опережаешь время. С группой Орда, с группой 91, да, с реалити-проектом Жузым, да, на телеканале Казахстан. То есть у тебя нет ощущения, что ты живешь все время на несколько лет вперед? У меня нету этого ощущения. Может быть, Казахстан чуть-чуть не догоняет, да, может быть, да, отстает. А так я живу много со временем. То есть ты живешь много со временем с Западом, там, с Юго-Восточной Азией, с миром, да? Да. Все, что творится в музыкальной индустрии, я как музыкант, продюсер обязан знать все. Соответственно, я пытаюсь создать именно современную казахскую музыку на казахском языке, чтобы у нас был собственный контент для того, чтобы наша молодежь не только слушали, да, употребляли, значит, иностранную музыку, но и нашу собственную. Теперь о группе 91. Участники группы 91 даты рождения с 1993 по 1996 года. Сами ребята из группы 91, когда говорят о разных фактах, а порой и опасных ситуациях в истории создания и развития группы, говорят все это как о своеобразном экшене. Сейчас я вам объясню почему. После премьеры песен Айыптама и Хайтадан в октябре 2015 года казахстанское общество восприняло эти песни очень противоречиво. Коллектив обвиняли в нетрадиционной сексуальной ориентации, пропаганде чужой культуры, подражании корейским бойс-бендам, критиковали за внешний вид. Были сорваны запланированные концерты 91. Фанаты скандального бойс-бенда 91 были разочарованы. Концерты, запланированные в Караганде и Жезказгане, не состоялись. Они красят волосы, в ушах серьги, это недопустимо. Когда я произношу 91, то у меня сразу ассоциация — это свобода творчества. Почему в нашей стране некоторые решают, как себя вести, как петь, как выглядеть? И вы, действительно такие борцы, диссиденты, я бы даже сказал. Как справиться с этим? Ведь я думаю, что много таких последователей, когда ребята, которые посмотрели ваши работы и тоже сказали, я хочу так, но мне страшно. Мы когда что-то делаем, мы искренне верим в то, что мы делаем что-то действительно хорошее, полезное и значимое. И эта вера помогает, на самом деле, очень сильно. То есть, если бы мы не верили в то, что мы делаем, то, скорее всего, быстро сломались бы. И многие люди просто проецируют на тебе свои же комплексы. И весь этот хейт и негатив, на самом деле, это просто показывает проблемы людей. И в этом случае, мне кажется, на самом деле, это даже хорошо. То, что раскрываются разные внутренние проблемы общества посредством таких вот, грубо говоря, конфликтов. Вот. Потому что ни к чему плохому они на самом деле не приводят. Если так посмотреть, то на самом деле это все приводит к тому, что мы развиваемся как общество. Вот. И в этом плане все на самом деле классно. И если человек хочет заниматься тем, чем другие люди не занимались, то мы бы сказали ему просто верь в себя и все. И не надо бояться, потому что страх это тормоз эволюции, грубо говоря, наверное. Потому что бояться нету времени. Время спешит, оно быстрее, чем ты, оно старее, чем ты, оно раньше, чем ты. И поэтому, если тратить время на страх, то куда делись остальные вещи? Любовь, мечта, ты сам, личность и все такое. То есть это же все как бы определяется временем. И на страх тратить время это самое не очень. Родители 91 поначалу тоже не все поддержали своих сыновей. Ведь все понимали, что новое, неординарное будет нелегко приниматься обществом, а тем более казахским традиционным обществом. Алем сказал, что поддерживали друзья, там, советовали. А как вот с родными? Я просто смотрел фильм документальный, и вот у вас был там такой момент, что вы разговаривали с мамой. Так было, так и происходило? И было, да, так как и происходило. Родители все-таки приняли ваш образ, ваше желание, стремление? Например, у меня было так, что наша семья
очень традиционная семья, то есть у меня отец, он с домброй, да? Прям, да, консервативный и в тюрьме поет. И получается, вот это все, что я делаю, что мы делаем с пацанами, это в их глазах это выглядело так, что это прям клоунада. Да, и несерьезно. То есть для того, чтобы мои отец и мать поняли, что это все серьезно и какой-то за этим есть смысл, потребовалось около 1,5-2 года. Когда уже действительно начали зарабатывать, когда уже народ начал нас нормально воспринимать, после всего этого уже пошло одобрение. Прям такое, знаете, огромное одобрение, и они начали поддерживать. И один момент я помню, когда альбом «Караңжарық» у нас вышел, трек «Ескі таспа бие», на тот момент он только собирался выходить, и на гастролях мы в Астану полетели, я домой заехал, и я начал объяснять текст. И тогда я увидел вот эту вот смену у отца и матери после того, как я объяснил текст, смысл, значение, как все это играет, и они такие, все. А сейчас родители гордятся вами? Знаете, или вот до сих пор интересный есть? случай, то, что они, по идее, нас поддерживали всегда. Просто был момент, когда конфликта, когда совсем было, они начали переживать за наши просто жизни. Просто, потому что, ну, знаешь, типа... Ну, были драки, нападки, угрозы. Сразу, да. То есть, может что-то произойти, да, там такой, сақ жүр, байқап жүр, балам уайымдап жүрмін саған, не дұрыс па, бәрі тыныш па, деген сияқты. Вот такие слова очень много говорили. И тут можно их понять как родительские, то есть как родительские ребенка, да. То есть каждый человек должен, как своим близким переживает. Вот. И, в принципе, они всегда поддерживали и прям верили в нас. Я вот помню, как все родители говорили, там у нас собирались родители, и, в принципе, было очень весело, как их поддержка, как была, она нам помогала развиваться там даже дальше. Ну что вы нового сделали? Ну многие говорят, что мы вы просто сперли Не-не-не. кей-поп и ничего такого нового не внесли. Конечно. Мы очень сильно отличаемся менталитетом, мировоззрением и подходом к творчеству. Ну, самое первое, что нас отличает, это, конечно же, язык. Второе, что нас отличает, это, наверное, тематики песен и само мировоззрение к творчеству и к жизни. Это второе, само мировоззрение вообще наше. И третье, это вообще тематика песен вообще. Да, ну так как мы живем в Казахстане, тут очень много разных народов, наций, этносов, которые живут в мире и согласии, на самом деле, да. Все, это очень у нас все классно. И в этом-то и прикол, что мы как бы разговариваем на двух языках одновременно. Сразу, как бы с рождения, представляете? Абсолютно разные языки, это алтайский и славянский, да, то есть это два разных образа мышления, которые в одном человеке могут как бы гармонично жить. И с точки зрения как бы мышления мы можем смело говорить, что у нас два абсолютно разных образа мышления. И это как раз-таки и отличает нас очень сильно от других. Например, от кей-попа. То есть плюс как бы у нас в крови номадская свобода, грубо говоря, да, и свободный подход к творчеству. И поэтому, когда вы будете слушать музыку 91 или музыку других зарубежных исполнителей, это будет слышаться, это будет чувствоваться. Музыка 91 – это отражение событий, вскрывающих целый пласт социальных и культурных конфликтов внутри казахстанского общества, между городской и сельской культурой, между традиционализмом и глобализацией, между вертикальной властью и личной свободой. Подводя итоги за 5 лет, чем вы гордитесь? Ну, так вот приятно, вот вы вспоминаете вот эти годы и говорите, я такой крутой, я такой молодой, я успешный. Eagles. Да. Действительно, это Eagles, это не просто фанаты, да, как бы. Мы, наверное, смело можем сказать, что Eagles это новая волна, новое мировоззрение вот этого поколения. И нам очень приятно, и мы горды тем, что мы, наверное, впереди этого движа, и можем сказать смело, что за нами есть люди, которые поддерживают нас, которые видят мир таким же, как мы видим его. Вот. И это вот действительно причина гордости.
еще горд тем, что наша команда действительно хотя бы, если не знаю, ну, мы пытались сделать очень качественный контент, и мы, если хоть чем-то сделали качественный наш шоу-бизнес или хоть музыкальное вообще пространство Казахстана, то я этим горд, что мы это сделали. И еще я горд тем, что мы командой пережили очень интересные моменты жизни за 5 лет. Молодость это провели такие, точно, как бы просто любой мечтает. Да, просто. это, знаете, это не такое, что ты просто 5 лет просто ходил, это было адреналин, это было опасно, это было прямо, скажем, как прямо просто убегание там, с одного города на другой, потому что там какие-то бандиты гонятся, все-таки чуть ли не перестрелка, короче. Такой блокбастер, да, прямо как боевик, экшен. Потом со всеми концерты, как отмены, вот это все, которое происходило, вот это все, это просто было прямо. Приходишь домой в агрессии, там стоишь дома, думаешь, блин, если с турне возвращаешься, хотел сделать в 13 городах вот концерт, из них только получилось 5, потому что остальных не пустили, и ты такой думаешь, почему так, вроде казахстанские вот удостоверения есть, не нарушая никакие законы, ничего, аморально ничего не делаю, просто хочу выступить, и мне не разрешают, потому что просто не захотели. Фан-клуб группы 91 имеет название Eagles. Дорогие Eagles, в моем лице вы приобрели еще одного восторженного почитателя таланта 91. Хотелось бы поговорить о вкладе этой группы в формирование казахстанского шоу-бизнеса. Этот вклад, на наш взгляд, имеет масштабное значение. Давайте разбираться, почему. Продюсер и основатель группы 91 Ербулат Бетельхан, основывая лейбл Just Entertainment, взялся не просто за создание группы, он сформировал Q-поп, казак-поп, направление в отечественном шоу-бизнесе. Шоу-бизнес Ербулата Бедельхана со дня основания и по сей день работает успешно, потому что за последние годы коллектив успел выпустить 4 альбома, войти в топ-10 самых прослушиваемых казахстанских артистов, сняться в сериале «Кагаз Кемья», реалити-шоу 91 TV, а весной 2019 года стать победителем корейского шоу I Can See Your Voice. К тому же группа активно ведет видеодневник повседневной жизни. 91 Space на YouTube-канале Just Entertainment, где более 500 000 подписчиков, а общее количество просмотров перевалило за 100 миллионов. По итогам минувшего года оборот компании Just Entertainment приблизился к $1 миллиону. К 2020 году компания Just Entertainment рынку представила новый бойс-бенд DNA. Ербулат Бедельхан в одном из интервью сказал о том, что компания Just Entertainment – это франшиза крупной частной компании, представляющей кей-поп индустрию в Корее. Наверное, поэтому компания Ербулата Бедельхана работает как часы с хорошим механизмом. Ербулат Бедельхан не просто продюсер, работающий с франшизой корейской компании, а он человек, который хочет привнести своим бизнесом, пройдя все этапы профессионального музыканта, выстрадав все нюансы казахстанской музыкальной индустрии, свой собственный вклад в эволюцию современной поп-культуры Казахстана. Он считает, что казахстанская музыка должна быть на казахском языке титульной нации. У нас такое возможно, если государство вложит, инвестирует в нашу Q-поп-культуру? Однозначно. Как? Как? Окей. Сейчас, опять же, 91 действительно сделала то, что многие люди пытались, но не смогли это сделать. Наш язык, вы знаете уже, Советский Союз, до того, что не развивался 50 лет. И она даже слишком, больше, может быть, даже больше, и она отстала. И мы никак не могли правильно найти ключ к этому. И как музыкант я понимал всегда, что наш казахский язык, он очень красивый, именно звучный. У него есть все богатства звука. Это музыкальный язык, одним словом, как музыкант говорю. И, соответственно, задачу мы поставили для того, чтобы локальную аудиторию на себя взять. В первую очередь, естественно, это должен быть через наш родной язык. Неважно, это музыка или что-то другое, в том числе даже если там, машина, если мы построим. Вот, соответственно, тут надо было поменять это мышление внутри казахов, понимаете, что... А может быть, не нужно вообще, вот Димаш, он же пошел по другому пути, да? Да. То есть, может быть, тебе не нужно это делать в Казахстане, может, тебе нужно просто поехать в Корею, и пусть 91 там будет группой номер 1, и
Там это больше понимают? Ну, смотрите, я считаю, что да, Димаш, он молодец, он всегда был талантливым, но здесь никто его не понимал. Вы знаете об этом. Да. Соответственно, вы точно знаете, что поток мозгов, талантов – это страшное как бы явление. Получается, вот почему в Казахстане невозможно, если ты музыкант или же спортсмен, достойный, да, если ты не завоюешь где-нибудь там. А это разве правило не работает везде? Это же всегда работало правило. В Казахстане? Нет, во всем мире. Нет. То есть, чтобы тебя уважали, ты должен чего-то достичь. Ну, понятно. Но теперь возьмите, опять же, вы сейчас говорите Корея. Корея разве так сделала? Нет же. Корея взрастила свое. Вот. То есть Америка. она создала продукт и выпустила его. Америка. Они думали, что вот его артист должен был в Казахстане популярен стать, чтобы прийти им. Нет, конечно. Никогда такого не было. Нигде. Поэтому именно вот этой, как бы, как гражданин я понимал, насколько мне будет сложно правильно донести. Прежде чем что-то вытащить контента, да, я понимал, да, это даже до того глубоко засело в нас, что если это сделано будет там, да, в тенденции мирового уровня, еще есть, тем более еще язык есть, тем более ты казах, тем более ты в тенденции оденешься, все, что, да, сейчас модно, ну это хейт. И так и произошло же. Білемін әркімнің таңдауы бар, ал менде арман бар. Солай деп білемін сенің де таңдауың бар, сенде арман бар. Сенбеген тақтай, сен қолағанда тақ болмайды олай. Білмеймін кім қандай, бірақ сенуге әрдайым мендік жүректай. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз, бәлкім күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз, бәлкім күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз, бәлкім күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз, бәлкім күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Неге бәрі мұз, 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 неге бәрі мұз. Hi everyone, we are 91! We're a Q-pop band from Kazakhstan, but now we're here in Seoul at My Music Taste to greet Eagles all over the world. We debuted back in 2015 with the single Aitama, and now we have one studio album, 3 EPs and over 20 songs. Our recent comeback happened this August with our third EP, Minimis.